Всем привет! Сегодня хотелось бы провести небольшой мастер-класс по магнитолам. Очень часто спрашивают VXM 145, 155, так как видят, что в нашем программаторе есть такой кальк 145 модель, 155, и многие не понимают, что такое дамп, где его брать и как и откуда он вообще берется. В общем, такие магнитолы очень часто приходят на автомобилях японского рынка, Хондах, и они все закодированы под паролем. Для тех, конечно, кто уже их раскодирует, спокойно знает, что и с чем это все дело, как делается, то, в общем-то, нет смысла смотреть. Это хотелось бы показать для менее опытных любителей, скажем так, в этом деле. И хотел бы рассказать, чем мы пользуемся, как и что делаем. Так, ну, в принципе, магнитолу для того, чтобы с нее что-то прочитать, необходимо в первую очередь разобрать и добраться до микросхемы флеш памяти, в которой хранится данный код. Хотел бы отдельно рассказать, ну, во-первых, делайте внимательно, здесь разбирайте шлейф, то есть не повредить его, нужно аккуратно разобрать, его снять, чтобы, не дай бог, иначе магнитола выйдет из строя. Аккуратно снимаем это дело вверх, отводим разъем, и дисплей можно, в общем-то, убрать. Для ускорения процесса воспользуемся шуруповертом, чтобы не затрачивать много времени на процесс разбора магнитолы. Вкручиваем радиатор. Его необходимо будет тоже убрать. В общем-то, при хорошем опыте все это делается быстро и не занимает много времени. Так, винтики попали. Сейчас убираем переднюю панельку. Аккуратно. Ее защелки соединяем. Снимаем верхнюю крышку. Привод CD-ROM. Небольшие здесь зацепы. Можно их аккуратненько поддеть. И опять же аккуратно, осторожно убираем шлейф. Так, кладем отдельно. Так, убираем радиатор. Заднюю крышку. Выкручиваем плату верхнюю. Убираем, щелкиваем все разъемы и демонтируем плату, на которой
с которой, в принципе, мы и будем работать. Это можно убрать пока в сторону. Вот сама плата. Здесь находятся две микросхемы флеш. Одна микросхема ЦОП-48. Как раз она нам и нужна. Эту мы не трогаем, флеш ЦОП-56. Смотрим название ее. 29 ЛВ 640. 256, да? Здесь в данном случае. Здесь 29. Нет, ЛВ-640, да? Что я... ЛВ-640, да. 29 ЛВ-640, да, все верно. Вот, значит, в нашем программаторе 29 ЛВ-640. Вот ее мы и будем читать. Из нее нам необходимо извлечь дамп. Рекомендую делать это программатором Celltech Super Pro 5000. Ну, не обязательно именно 5000. То есть вообще как бы модель Celltech, она более корректно работает с флеш-памятью. Выбираем в интерфейсе необходимую модель нашей микросхемы. Вот она, LV640 ЦОП-48. Какие у нас там буквы? Так, непосредственно ETT. Значит, выбираем, да, вот именно вот эту модель. Так, вот мы ее и будем читать. Показывать, что нам необходимо, какие использовать адаптеры. Этот адаптер у нас уже вставлен. Сейчас наша цель выпаять микросхему и прочитать ее данным программатором. Для выпаивания микросхемы я использую воздух горячий, фен горячим воздухом. Значит, вот у меня в данном случае Quick 850, очень старая такая моделька, но как бы я к ней очень привык. Работаю ей, хотя и покупал более дорогие, но самый простой вариант, самый, как обычно, всегда самооправданный, хорошо себя проявил, хорошо работает. Можно выбрать под себя необходимый воздух, температуру. Здесь не смотрите на установленные градусы и воздухе, все делайте по опыту. Ну, я вообще рекомендую взять любую ненужную плату какую-нибудь, найдите у себя там и попробуйте, поэкспериментируйте, просто набейте руку на выпайке микросхем, то есть чтобы сразу не навредить магнитоле рабочей. Можно на любой экспериментировать. Потом, когда вы уже набьете руку, вам будет проще с этим совсем. Сейчас я вам покажу, как это все делаю я. На самом деле я показываю так, как я привык. У каждого своя методика. Каждый работает по-своему, свои. Может быть, кто-то что-то переймет от меня. Ну, буду рад, конечно. Значит, я пользуюсь для ножик, беру обычный. И прогревая постепенно, сначала прогревая плату немножко. Обратите внимание, что если вы переборщите с воздухом или с температурой, можете прожечь плату, можете сдуть элементы. То есть все-таки сначала потренируйтесь. Слегонца поддеваю, не напрягая ножик, чтобы не поломать, ни в коем случае не повредить микросхему. Можно повредить горячим воздухом. Достаточно надо аккуратно, чтобы это все
Плата примерно так равномерно прогрелась. Можно добавить немножко температуры. Достаточно тугоплавкий здесь припой на данной плате. Поэтому можно потихонечку добавлять. Сильно не переусердствовать, опять же. Мы видим, что потихоньку отходит одна сторона. Переходим на другую сторону, сильно не подымая тоже, чтобы ножки флеши не изменили свою конфигурацию, иначе потом опять же будет одна сторона поднялась, поднимаем вторую сторону. Все, как бы вот микросхему мы подняли. Сейчас горячая. Сразу же рекомендую пройти это место флюсом, чтобы выровнять все место потом посадки микросхемы. Вот рекомендую вот приобрести вот такой вот Antech. Ни в коем случае это не реклама. Просто я вот сделал такой выбор. Мне достаточно. Перебрал очень много разных флюсов. Это мне очень понравился. Прохожу по месту будущей пайки, пока плата горячая. Можно хорошо выровнять будущее место посадки нашей флеши. Прохожу, смотрю, чтобы все место посадки ровно, олово ровным слоем легло. Так, все вот идеально. Можете посмотреть ниже. Вот так вот. Да, вот так хорошо видно. Угу. Так, фен можно выключить. Сейчас мы подготовим. Нам нужно микросхему, значит, нашу флеш посадить в каретку для прочтения. Обычно окисленные. Во-первых, просматриваем, чтобы у нас не спаялись между собой где-то ножки, потому что при съеме, при поднятии могут они между собой, вот что у нас как раз в этом случае произошло. Сейчас на данный момент у нас несколько ножек между собой. Микросхема сдвинулась при выпайке немножко, и несколько ножек между собой произошло смыкание. Это дело мы сейчас устраним. Устраним обычным паяльником. Сейчас он прогреется. Пока подготовим к считыванию, чтобы хороший был контакт с программатором. Значит, микросхему нужно либо припаять, как бы для меня удобнее каретка под зажим, и чтобы хороший был контакт, я зачищаю лезвием острым контакты. Почему еще рекомендую Xeltec? Xeltec контролирует при считывании положения микросхемы, то есть ее ножки. То есть если какая-то ножка не контачит, он показывает именно какая плохо в каретке сидит, и вы можете опять микросхему вытащить и, естественно, подзачистить где-то или подровнять ее положение в каретке. Так, пока паяльник грелся, я прошел сверху. Сейчас нужно будет убрать немножко лишнего олова нам, которое все убрали. Проверим еще раз. Да, немножко флюс
нам не нужен. Мы можем почистить еще и слегонца спиртом, чтобы в каретке флюс не мешался. Ну, если вы под пайку, у вас будет переходник не под зажим, как у меня, то, в общем-то, вы можете без зачистки смело припаивать микросхему и считывать ее. Ставим в каретку. Ну и попробуем ее прочитать. Так, попробуем ее прочитать. Нажимаем, значит, мы уже все выбрали. Нажимаем Read. Показывает, что у нас не контачит 12, 19, 21 ножка. Мы можем сейчас поднять микросхемку и, в общем-то, здесь нажмем. Эти мы ножки сейчас пройдем и зачистим получше. Лучше зачистим. Так, посадим ее обратно. Попробуем считывать повторно. Остается 12. Попробуем пошевелить и повтор сделать. Все. Чтение прошло. Пошло. Сохраняем файл. Допустим, сейчас мы место у нас будет в папке Gezzers. У меня 33-м файлом я ее обозначу. Нажимаю сохранить. Окей. Дальше открываем в нашем девайсе калькулятор именно под 145 модель и откроем непосредственно этот файл. У нас он был 33-й. Вот он у нас. Вот мы получили пароль для магнитолы 53426. Обратный процесс впаивания, в общем-то, тот же самый, что и выпаивание. Мы посадили нашу флеш как бы по месту. Сейчас нам нужно ее прогреть ровненько, и чтобы она села аккуратно, без лишней пайки. Место прогреваем. Сначала можем прогреть, но что у нас все подготовлено. Сейчас нужно только аккуратно, не перегревая, ее посадить. Одна сторона села, на вторую сторону прогреваем. Сильно не давим, должна у нас есть так слегонца, чтобы когда села она только когда микросхема прогрелась. Ну, в общем, она села. Сейчас нужно пройти с флюсом. Плата горячая, прогрелась. Мы наносим флюс. Сильно много не надо, ну, как бы, чтобы вот хорошо, примерно в таком количестве. И уже проходим, скажем так, на чистовую. Обращаем внимание, чтобы олово легло очень красиво и аккуратно, чтобы ножка имела хороший контакт с платой. Иначе
магнитола не будет грузиться. После пайки проверим под лупой, чтобы все ножки у нас хорошо сели. Может быть, где-то если видим какие-то окисления лишние, перегрев нежелательно. Пройдем еще раз. На второй раз. Можно, в общем-то, включить паяльник и пройти по всем ножкам обычным паяльником. Если кто-то сомневается, что или переживает, что где-то не совсем хороший контакт получился, можно сделать и так. Все нужно делать аккуратно. Внимательно посмотреть после пайки, чтобы не было смыкания между ножками. Очень важный момент. В общем, все хорошо получилось. Мы сейчас помоем спиртом. Чтобы уже было хорошо видно. Воздухом подсушим лишнего не было. Пойдем. И еще раз мы можем проглядеть, насколько хорошо у нас припаялось. В общем, все. Собираем магнитолу для проверки. Проверку можно полностью первоначальную не собирать. Достаточно подключить шлейфы. Прикрутим плату. Поставим загрузочную плату. Подключим монитор. Так, мы можем подать питание. Сейчас пока монитор показать, как запитать магнитолу. Значит, у нее питание, значит, вот этот верхний масса, под ним постоянный плюс бэкап, и вот на вот этот вот, сейчас покажу, это АЦЦ аксессуары. Мы на него подаем второй плюс. Подключим монитор для проверки. Внимательно смотрим шлейфы, чтобы ровно встали. И включаем. Магнитола загружается. Смотрим, какой пароль у нас был. 53 426. Вводим его. 53 426. Магнитола работает.
можно производить ее сборку. Пароль мы сосчитали. Все. Пока монтировали видео, принесли магнитолу 185 VFI, и мы решили, чтобы не делать нового видео, добавить просто небольшой нюанс есть по этой магнитоле. Я ее практически уже все разобрал, снял CD-привод, монитор, открутил, дошел до платы основной. Мы эту плату снимаем, она нас не интересует. Магнитола 185, аналогично 175 и 165 модели. Поэтому покажем на ней, что необходимо считывать. Остальные по аналогии. Так, значит, разбираем дальше. Нам необходимо до следующей платы добраться. Также там флеш-память в корпусе SOP48, только немножко другая модель. Ну, это вы будете выбирать в программаторе. Необходимо нам поднять вот эту плату. Так, здесь винтики мешают. Берем их. Вот необходимо добраться до вот этой флеш-памяти и считать ее. И также в нашем программаторе по данным с этой флеши вы сможете вычислить пароль.